Всем привет! Вы на канале Pars Wool. Сегодня мы вяжем красивую детскую шапку. Вяжем для мальчика 5 лет, обхват головы 50 сантиметров. Анатомически шапка очень удобная, закрывает и лоб, и ушки ребенка. Вместо ушек для украшения можно использовать как 2 помпончика, так и один большой помпон. Мы вяжем из пряжи Gazal Alpaca Air. Основной узор это платочная вязка в 2 нити на спицах 4,5. Резинка отворота связана в одну нить. Рассчитаем количество необходимых петель. Для этого вяжем образец платочной вязкой в 2 нити. В 1 сантиметре у меня 1,5 петли. Обхват головы 50 сантиметров. Из обхвата головы я вычитаю 20% на растяжение шапки, остается 40 сантиметров. Умножаем это число на нашу плотность на 1,5 петли, получаем 60 петель. Расскажу немножко про пряжу. Вязать будем из полюбившейся мне пряжи Gazal Alpaca Air в составе полиамид, мериносовая шерсть Superwash и Baby Alpaca. На 50 грамм 150 метров. Производитель рекомендует спицы номер 5-6. Но шапку мы будем вязать на спицах 4,5. Посмотрите, какие красивые меланжевые оттенки в палитре. Пряжа очень мягкая, нежная, совершенно не колючая. Отлично подходит для детских изделий. Мой цвет номер 76. Красивый коричневый, переливающийся оттенками от светлого до темного. Обычным способом на спице 4,5 мы набираем 60 петель. Петли набираем не туго. Набрали необходимое нам количество петель, плюс 1 петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю и разворачиваемся. Первую петлю переснимаем, уводим рабочую нить назад. Разворачиваемся мы для того, чтобы отворот был с красивым краем, а не с узелочками. Вот эти узелки у нас останутся на изнаночной стороне. А так будет выглядеть лицевая. Начинаем вязание резинкой 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Все петли в этом ряду провязываем за переднюю стенку, чтобы они не скрещивались. Довязываем ряд до конца. 1 лицевая, 1 изнаночная. Довязали ряд. Начало ряда у нас там, где хвостик. Далее над лицевыми вяжем лицевые за передние стенки, над изнаночными изнаночные за задние. Формируем резинку 1 на 1. И всего нам надо провязать около 9 сантиметров резинкой. Я провязала 22 ряда резинкой 1 на 1. У меня вышло около 9 сантиметров. Далее нам надо подвести вторую нить к нашей рабочей. Мы вытягиваем ее из нашего мотка, из середины. Далее будем вязать в 2 нити. Вязание продолжаем на тех же спицах, чтобы шапка наша была плотнее. Подвели вторую нить к нашей рабочей и провязываем весь ряд лицевыми петлями. Петли не скрещиваем, вяжем за ближайшую стенку. Те петли, которые были лицевыми, их провязываем за переднюю стенку. Те петли, которые были изнаночными, их вяжем за заднюю. Довязываем ряд лицевыми. Следующий ряд будем провязывать изнаночными. Все петли провязываем в этом ряду за переднюю стенку. Далее будем чередовать один ряд лицевой, один ряд изнаночный. Так формируется платочная вязка по кругу. Последнюю петлю в ряде изнаночных петель мы не провязываем. Переснимаем ее нить за работой. Далее накидываем протяжку на левую спицу. Вот таким образом. Возвращаем переснятую петлю и провязываем 2 эти стеночки изнаночной за передние стенки. Затягиваем потуже. И далее у нас снова ряд лицевых. Лицевые мы вяжем полностью до конца ряда. Такие манипуляции с последней петлей делаем только в изнаночных рядах. Это нам нужно для того, чтобы при формировании платочной вязки по кругу между рядами у нас не было стыка, похожего на шов. Довязываем ряд лицевыми до конца
И далее у нас снова ряд изнаночных петель. Все петли провязываем изнаночными, кроме последней петли в этом ряду. Я довязываю ряд. Последнюю петлю в изнаночном ряду снимаем, накидываем протяжку на левую спицу, возвращаем снятую петлю и провязываем 2 петли вместе изнаночной за передние стенки. Затягиваем потуже и далее чередуем ряды. Один ряд лицевых петель, один ряд изнаночных. Таким образом вяжем на нужную нам высоту. Общая высота шапки должна быть не меньше, чем половина мерки глубины шапки. Глубина шапки у меня 32 сантиметра. Делим это число пополам. Это минимальная высота шапки. Я провязала 36 рядов. У меня вышло 12 сантиметров. Далее мы будем приступать к убавкам петель для макушки шапки. На убавки у нас еще уйдет около 4 сантиметров. Далее мы делим все петли на 4 равные части по 15 петель. У нас получается 4 клина, и в каждом из клиньев мы будем делать убавки для макушки через каждые 3 ряда. У нас сейчас идет лицевой ряд. Мы провязываем одну лицевую. Далее 2 вместе нам надо провязать с наклоном вправо. Разворачиваем петли, провязываем их вместе лицевой вот таким образом. Получилась петля с наклоном вправо. Довязываем первый клин до конца, не довязывая 2 петли. То есть не довязываем 2 петли до маркера. Последние 2 петли нам надо провязать вместе с наклоном влево. Мы провязываем 2 лицевые за задние стенки. Получилась петля с наклоном влево. Далее снова после маркера всегда одна лицевая. 2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваем их. Провязываем лицевой за задние стенки. Вяжем до следующего маркера. Не довязывая 2 петли, их мы провяжем лицевой с наклоном влево. 2 петли провязываем вместе лицевой за задние стенки. Начинается третий клин, и все то же самое. После маркера провязываем одну лицевую, далее 2 вместе с наклоном вправо. Вяжем петли третьего клина по узору, не довязывая 2 петли до маркера. Их мы провязываем лицевой с наклоном влево. 2 вместе за задние стенки. Заканчиваем ряд 4 клином. После маркера 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Далее провязываем петли по узору. И в конце ряда 2 петли провязываем вместе, лицевой с наклоном влево. Мы закончили ряд с убавками, убавили 8 петель в этом ряду. Следующие 3 ряда будем вязать без убавок. 1 изнаночный, 1 лицевой и 1 изнаночный. И в 4 ряду мы снова делаем убавки. Точно так же после маркера 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. В конце клина 2 вместе с наклоном влево. Довязываем таким образом ряд до конца, делая убавки в каждом из клиньев. Затем снова провязываем 3 ряда без убавок. Затем снова ряд с убавками и 3 ряда без. И когда в каждом из клиньев останется по 5 петель, мы делаем заключительный ряд с убавками. 1 лицевая после маркера, далее 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево. Начинается следующий клин, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево. Так довязываем ряд до конца. После этого нить отрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через наши петли. У меня здесь осталось 12 петель. Маркеры убираем, они нам больше не понадобятся. Стягиваем нашу макушку и уводим нить на изнанку. С изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик, пропуская иглу по задним стенкам петель. Мы закончили формирование основной части шапки, теперь приступаем к ушкам. Все петли шапки нам надо разделить на 5 частей. Одна часть на одно ушко, одна часть на второе ушко, одна часть на затылочную часть и 2 части на переднюю. Получается по 12 петель. Но я хочу, чтобы ушки были пошире. На них я оставлю по 15 петель. На затылочную часть 14 петель. И остальные петли пойдут на переднюю часть. Находим петлю начала ряда. С лицевой стороны она у нас изнаночная. От нее отсчитываем 7 петель в одну сторону и 7 петель в другую сторону. Здесь у нас должно начинаться ушко. От начала резинки я отсчитываю
5 протяжек. Подцепляя пятую и шестую протяжку, из-под них буду вытягивать петли. Из каждой петли, из пятой и шестой протяжки, будем вытягивать петли для ушка. Петли мы набираем справа налево, разворачиваем наше изделие. И вот здесь у меня будет начало первого ушка. Подводим рабочую нить, вытягиваем первую петлю. Рядом из пятой и шестой протяжки вытягиваем вторую. Далее третью, четвертую. И так набираем 15 петель. Здесь мы будем ушки вязать платочной вязкой из 2 нитей. Точно так же, как мы вязали основной узор. Добираем 15 петель, следим за тем, чтобы нам не убежать в предыдущий или в следующий ряд. Все петли набираем ровно в одном ряду из пятой и шестой протяжки. После того, как набрали 15 петель на первое ушко, разворачиваемся. Будем вязать платочной вязкой. Первую кромочную снимаем. Все петли провязываем лицевыми. 3 ряда провяжем лицевыми петлями. Провязали первый ряд лицевыми, кромочная, изнаночная. Развернулись, вяжем второй ряд лицевыми. Кромочная, изнаночная. И третий ряд. С изнаночной стороны провязываем лицевыми. В четвертом ряду начинаем делать убавки для ушка. Первые 2 петли после маркера и последние 2 петли перед маркером будем провязывать вместе лицевой с наклоном влево и вправо. Кромочную снимаем, 2 петли разворачиваем, провязываем вместе лицевой, получилась петля с наклоном влево. Далее провязываем все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до кромочной. Их мы провязываем вместе, лицевой, получилась петля с наклоном вправо, кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд ушка мы провязываем без убавок, то есть все петли вяжем просто лицевыми. Убавки мы делаем в каждом лицевом ряду, то есть в каждом втором ряду ушка. Сейчас у нас лицевой ряд и снова убавка. После кромочной 2 петли разворачиваем, провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем петли лицевыми, не довязывая 2 петли до кромочной. Их мы провяжем лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд без убавок, просто все петли вяжем лицевыми. В лицевом ряду снова убавка. После кромочной 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Перед кромочной провяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И такие убавления в каждом лицевом ряду мы делаем до тех пор, пока на спицах не останется 5 петель. Когда остается 5 петель на спицах, мы первую кромочную снимаем, меняем местами первую и вторую петлю, так чтобы вторая оказалась сверху. Провязываем 3 петли вместе лицевой за задние стенки. Кромочная, изнаночная. У нас на спицах 3 петли, и мы начинаем формировать шнур, завязку для шапки. Для удобства вязания я перейду на коротенькие носочные спицы. И не разворачивая вязание, мы провязываем все наши 3 петли лицевыми. Первые 2 петли я провязываю за передние стенки, последнюю за заднюю. Не разворачивая, сдвигаем спицу влево и снова провязываем 3 петли лицевыми. Первая, вторая и третья. Сдвигаем спицу влево и
И продолжаем вязание шнура. Провязываем 3 лицевые. Сдвигаем спицу влево. И так вяжем на нужную нам длину. Я буду вязать 30 сантиметров. Когда провязали нужную длину нашего шнурка, мы просто провязываем 3 петли вместе лицевой. Вытягиваем эту петлю, нить отрезаем и затягиваем. Вставляем этот кончик в иголку с широким ушком и прячем конец нити, уводя его в середину нашего шнурка. Вот так пропуская между петель. И здесь нить отрезаем. Теперь приступаем ко второму ушку. Также от начала ряда мы отсчитываем 7 петель влево. Вот она, наша начальная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь будет начинаться наше второе ушко. Но так как набор петель у нас идет справа налево, нам надо развернуться, отсчитать еще 15 петель вправо для второго ушка. И вот здесь мы будем начинать набор петель, чтобы он у нас был с лицевой стороны, как и для первого уха. Здесь мы тоже отсчитываем 5 протяжек. И с 5 и 6 будем добирать петли. Отмечу для себя ряд. И вот в этой петле будет начало ушка. Введу в нее наши рабочие спицы. Подводим рабочую нить и набираем петли. Набираем 15 петель для второго ушка. Также в каждую 5 и 6 протяжку, не путаясь в рядах. Я добрала 15 петель. Здесь у нас затылочная часть. Мы разворачиваемся и вяжем второе ушко точно так же, как и первое. Сначала провязываем 3 ряда платочной вязкой, затем с лицевой стороны ушка начинаем делать убавки. И когда у нас остается 5 петель, мы из 3 петель вывязываем одну, меняем местами первую и вторую петлю, провязываем 3 петли вместе лицевой и кромочную. И из этих 3 петель начинаем формировать шнур. Мы можем остаться и на наших основных рабочих спицах и точно так же вывязывать по 3 петли. Провязали 3 петли, протянули спицу влево и снова провязываем 3 петли. И так вяжем на такую же длину, как и первый шнурок. Шапочку мы связали. Можно прикрепить помпон на макушку или 2 небольших помпона по бокам. Мы свяжем медвежьи ушки для украшения нашей шапочки. Для этого на наши основные спицы 2 нитями набираем 12 петель. Разворачиваемся и 9 рядов мы провяжем платочной вязкой. То есть все петли в обоих рядах мы вяжем лицевыми. Первую кромочную всегда снимаем. Провязываем петельки лицевыми. Последнюю кромочную всегда провязываем изнаночной. Вяжем 9 рядов. Провязали 9 рядов, в 10-м начинаем делать убавки. Первую кромочную снимаем, вторую петлю провязываем, накидываем на нее предыдущую. Закрыли одну петлю в начале ряда. Вяжем ряд до конца лицевыми. В следующем ряду в начале ряда тоже закрываем одну петлю. Кромочную снимаем, провязываем лицевую, накидываем на нее предыдущую. Закрыли одну петлю, вяжем ряд до конца. В следующем ряду первую снимаем, провязываем лицевую, накидываем на нее предыдущую. И еще одну провязываем, накидываем на нее предыдущую. Закрыли 2 петли, довязываем ряд до конца.
В начале следующего ряда тоже закрываем 2 петли. Первую снимаем, вторую провязываем, накидываем на нее предыдущую и еще одну провязываем, накидываем на нее предыдущую. Довязываем ряд до конца. И в следующем ряду нам надо закрыть все оставшиеся петли. Первую петлю снимаем, далее вяжем петлю и накидываем на нее предыдущую. Закрываем все петельки. Далее нить вытягиваем и здесь отрезаем. Вот такую форму приняло наше ушко. Сейчас обвяжем его при помощи крючка, чтобы сгладить все вот эти уголки. У меня крючок номер 5. Вот этим длинным оставшимся хвостиком или новой нитью будем обвязывать все ушко. Вводим крючок под обе стенки кромочной, вытягиваем рабочую нить и провязываем одну петлю. Далее вводим крючок под обе стенки следующей кромочной, вытягиваем рабочую нить, протягиваем ее через 2 петли. Вводим крючок под обе стенки следующей кромочной и таким образом обвязываем все ушко. Вот что у нас выходит. Аналогично мы вывязываем и второе ушко. Далее складываем его вот таким образом пополам и будем сшивать нижнюю часть при помощи крючка. Вводим крючок под обе стенки петли с одной стороны и с другой. Протягиваем рабочую нить. Далее под следующую петлю вытягиваем нить и так сшиваем ушко. Вот такую форму оно у нас принимает. Далее нам надо будет просто аккуратно пришить его к нашей шапочке. Мы вытягиваем вот эту петлю, отрезаем нить, вставляем в иголку с широким ушком. И главное нам сейчас пришить ушки симметрично. Мы отсчитываем от макушки 5 вот этих дорожек платочной вязки. И между 5 и 6 я буду пришивать наши ушки. С одной стороны и со второй стороны сделаем то же самое. Иглу я ввожу в петли от 5 и 6 дорожки. Вот таким образом протягиваем нить. Далее протыкаю иголкой ушко насквозь. Снова ввожу иглу в петли от 5 и 6 дорожки. Вот сюда и сюда. Протягиваю нить. И далее иглу ввожу в петли ушка. Вывожу иглу на другой стороне и снова ввожу иглу под 2 петли 5 и 6 дорожки. Затем в ушко. Таким образом плотно пришиваем наше ушко к шапке. Конец и начало ушка потуже закрепляем, затягиваем нить, и вот такую форму наше ухо принимает. Аналогично работаем и со вторым ушком, затем отправляем нашу шапочку на ВТО. Шапка выходит классная, мягкая, красивая и удобная. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.